Представьте, весна 1965 года. Раннее утро, израильское кафе. На столах шакшука, хумус, спит и кофе. За одним из столиков сидят два уже немолодых человека. Они встречаются тут редко, но регулярно. Один-два раза в месяц. Натренированный взгляд официанта отмечает военную выправку друзей. И по едва уловимым движениям, командным ноткам в голосе понятно, что мужчины в высоких чинах. Говорят спокойно, не шифруясь, но слов не разобрать, даже если старательно прислушиваться. Спустя годы, уже перед смертью, один из них перескажет этот диалог. «Чем я могу тебе помочь?» – спрашивает мужчина в очках. «Ты можешь угнать для меня самолет? Мне нужен МиГ-21». Не задумываясь, отвечает собеседник. «Ну ты же знаешь, это почти нереально». «Знаю, иначе не просил бы». Всем привет! Вы на канале, посвященном истории израильской разведки. Меня зовут Алексей, я журналист, и в Израиле я работаю в компании, являющейся официальным поставщиком Министерства обороны. Мы рассказываем о событиях, изменивших ход истории, и о малоизвестных фактах, которые этому способствовали. Следующая история пролетит как МиГ-21, который Моссад сумел увести из-под носа советских и арабских служб безопасности. Тут смешалось все: геополитика, религии, повеса евреи, жившие в Ираке, киношные позывные 007, европейские столицы, служившие явочными декорациями для заговорщиков, и безусловная решимость сделать все для безопасности своей страны. Ну а теперь полетели. Для начала давайте вообще разберемся, а зачем Израилю этот МиГ? Я имею в виду самолет МиГ-21. Чуть позже я расскажу, каких человеческих жертв стоили различные попытки его добыть. Чтобы понять, в чем весь цимис, давайте по традиции посмотрим на карту Израиля. Ну, вернее, на соседей, которые вполне официально декларировали своей целью уничтожение Эрец-Исраэль с самого первого дня. Ну, что, собственно, и пытались осуществить. Большой брат Советский Союз накачивал эти страны оружием, в том числе и самым новейшим. Накануне шестидневной войны у Египта на вооружении был 91 боевой истребитель МиГ-21. Из них, правда, 16 числились неисправными. И это не считая того, что Алжир отправил еще 12 самолетов им в помощь. Впрочем, летчиков, способных управлять этим летающим Калашниковым, есть и такой эвфемизм, было все равно, только 97 человек. У Сирии на вооружении стояли 32 МиГа и у Ирака 75. В общем, клочок земли на берегу Средиземного моря был окружен враждебными странами, обладавшими гордостью советского авиапрома на тот момент. Реактивным истребителем МиГ-21. Его начали разрабатывать еще в конце 1950-х годов. Это была очень компактная и легкая машина с характерным треугольным крылом, такая стреловидная птичка. Он был задуман как истребитель-перехватчик, то есть его основная задача – очень быстро взлететь, набрать высоту и перехватить самолет противника. На момент своего появления МиГ-21 считался одной из самых современных боевых машин в мире. Он мог летать на сверхзвуковых скоростях. Это значит, что он легко преодолевал скорость звука, что было большой технологической вехой. Кроме того, у него была довольно современная на тот момент авионика, бортовые приборы и радиолокатор, которые позволяли ему эффективно обнаруживать и атаковать цели. Простыми словами, МиГ-21 был настоящим прыжком в будущее для 60-х годов. Он сочетал в себе высокую скорость, маневренность и относительную простоту обслуживания. Из-за этого он быстро стал одним из самых массовых истребителей в мире и поставлялся в десятки стран. Для своего времени он был чем-то вроде айфона, только среди истребителей, символа передовой авиационной технологии. При этом в начале 1960-х годов США придерживались довольно осторожной политики в отношении поставок наступательного оружия на Ближний Восток, включая Израиль. Фактически это было своего рода эмбарго. США не спешили продавать Израилю современное вооружение, особенно боевые самолеты, чтобы не обострять ситуацию в регионе. Именно поэтому до середины 60-х Израиль в основном закупал истребители у Франции, например, «Миражи». Если говорить о французском «Мираже-3», то это тоже был очень уважаемый истребитель своего времени.
Он был очень хорош в маневренности и отлично показывал себя в воздушных боях. Но в некоторых аспектах МиГ-21 имел преимущество. Например, мог быстрее набирать высоту и был чуть быстрее на прямых отрезках. Кроме того, он был проще и дешевле в производстве, что делало его массовым и доступным для множества стран. При том, что МиГ такая рок-звезда оборонной промышленности, все его хотят видеть у себя, при достаточно массовом производстве у стран, которым истребитель был недоступен, важных данных о нем практически нет. Да, на Западе есть кое-какие технические характеристики, есть фотографии, есть отчеты разведки. Тут такая скорость, тут такой радиус действия, тут такой радар. Но этого мало. Пилоту, который садится в кабину «Миража» и летит навстречу МиГам, нужно знать совсем другое. На каких высотах у него провалы по маневренности. Как быстро он теряет энергию в виражах. Что с ним происходит, если выключить форсаж и заставить свалиться. Как работает РЛС. Как он захватывает цель. Где его слепые зоны. Ответы на эти вопросы можно получить только одним способом – полетать на этом самолете самому. И именно поэтому командование израильских ВВС буквально преследует политиков и разведку с одной фразой: «Достаньте нам МиГ-21 любой ценой». И цена действительно была немаленькой. Первая серьезная попытка достать МиГ-21 была сделана в Египте. По открытым данным, Моссад работал через агента по имени Жан Томас. Это был франкоязычный христианин, живший в Египте и имевший доступ к офицерской среде. Ему удалось выйти на египетского пилота, который имел допуск к исковому истребителю. Моссад пообещал пилоту крупную сумму, по некоторым данным $100 000, и политическое убежище, если тот перегонит самолет на один из аэродромов, где его можно будет перехватить. Но египетские спецслужбы оказались на шаг впереди. Пилот, с которым работал Томас, либо сам сообщил властям, либо был под наблюдением. Переговоры записывались, сеть была раскрыта. Египтяне арестовали несколько человек, включая самого Жана Томаса. На закрытом суде всех обвинили в шпионаже в пользу Израиля и приговорили к смертной казни. По некоторым данным, Томаса казнили в декабре 1962 года. Это был страшный сигнал для Моссада. За попытку вытащить МиГ-21 придется платить человеческими жизнями. И все же операцию не сворачивают. После Египта разведка разворачивается в сторону Ирака. Из открытых публикаций мы знаем, что Моссад пытался работать там сразу с несколькими пилотами, служившими в одной из эскадрилей. Один из них даже согласился на контакт, а другой, похоже, вел двойную игру. Иракская контрразведка, как и египетская, не дремлет. Несколько офицеров попадают под подозрение. Кто-то исчезает, кто-то оказывается в тюрьме. Израильские источники и мемуары намекают, что были случаи, когда иракских пилотов, заподозренных в связях с Израилем, просто заставляли замолчать, вплоть до физического устранения. Ну и вот теперь, когда все понятно, возвращаемся к началу нашего рассказа, к беседе в кафе. Два старых приятеля, это новый глава Моссада, генерал Меир Амид, он только-только принимает полномочия, ему нужно показать, что разведка может добиваться результатов и под его началом. А с просьбой украсть самолет к нему обращается Эзра Вейцман, на тот момент главком ВВС. И вот здесь на сцену выходит Иосиф Шемиш. Мод, повеса, любитель женщин, обладатель бесчисленных знакомств в самых разных сферах. К тому же один из немногих евреев, которые остались жить в Ираке. Чтобы понять логику развития дальнейших событий, необходимо погрузиться в контекст. Понять, что вообще происходило в Ираке в начале 60-х. Например, надо учитывать, что страну населяют не один народ. Население исповедует не одну религию. Напряжение между различными группами, ну вот прямо натянутая струна. Например, курды живут не только в Ираке, но еще и в Турции, Иране и Сирии. У них свой язык, своя культура. Многие века они мечтают о независимости или хотя бы широкой автономии. В середине 20 века особенно активно вспыхивает именно иракское направление. На севере страны начинается затяжная война между Багдадом и курдскими повстанцами во главе с Мустафой Барзани. Иракские власти смотрят на это крайне нервно. После свержения монархии и прихода к власти сначала
Абдель-Карим Кассема, а потом баасистов, Багдад пытается жестко контролировать периферию. Это приводит к регулярным вооруженным столкновениям, карательным операциям, бомбардировкам курдских деревень. Вот здесь нам важно одно. Именно иракская авиация становится одним из главных инструментов давления на курдов. По некоторым данным, в бомбардировках использовали даже напалм, а вылетали на эти операции в том числе и МИГи. В свою очередь, в начале 60-х у израильской внешней политики есть так называемая периферийная доктрина. Идея сотрудничать не только с западными державами, но и с теми в регионе, кто конфликтует с арабскими врагами Израиля. Это Иран, Турция, эфиопские христиане, ну и, конечно, курды в Ираке. Через спецслужбы Израиль налаживает с курдами связи, поддержка оружием, военные инструкторы, медицинская помощь. Для Израиля это способ ослабить Ирак, который считается одним из самых опасных противников. Для курдов еще один внешний союзник, помогающий не исчезнуть под ударами Багдада. Со временем эти связи становятся достаточно плотными, чтобы по курдской линии можно было проводить специальные операции, в том числе вывод людей через горы в Иран. И вот это звено, Курдский мост через горы, позже сыграет важную роль в побеге семьи иракского пилота, о котором мы поговорим в одной из следующих глав. И еще один важный момент. Ирак — это не только арабы-сунниты или курды. Там есть и ассирийцы-христиане, и туркмены, и другие меньшинства. Государство, особенно после очередных переворотов, относится к ним с подозрением. Людям неподходящих корней очень сложно строить карьеру, особенно в армии и авиации. Именно к этим меньшинствам израильская разведка и присматривается особенно внимательно. Потому что эти люди чаще всего сталкиваются с дискриминацией, но при этом могут иметь доступ к важным военным объектам, как офицеры, инженеры, техники. Но подходящей кандидатуры все нет. И вот тут с Масадом состыковывается Йосеф Шемеш и говорит: есть у меня на примете нужный человечек. Ему сначала не верят, проверяют, дают несколько не очень сложных заданий, раздобыть нужную Израилю информацию. Разгильдяй Шемеш легко справляется с заданиями и снова говорит: самолет-то будем угонять. Шемиша курировал Яков Немроди, офицер от Масада, который как на родном говорил на арабском и на фарси. «Хорошо», — говорит он, — «выкладывай план». План у Шемиша был под стать его образу жизни. Он рассказывает Якову о своей любовнице, кстати, христианке. Религия, понятно, любви не помеха, но просто сколько там всего намешано было, согласитесь. И вот у его любовницы сестра, а та замужем за пилотом иракских ВВС. Настоящий алмаз, который предстоит обработать в бриллиант, чтобы он четко сыграл в этой ювелирно оформленной операции. Давайте, наконец, познакомимся с человеком, без которого никакой операции «Бриллиант» просто не существовало бы. Звали его Мунир Хабиб Джамиль Редфа. Он родился в 1934 году в Багдаде, в христианской ассирийской семье, принадлежавшей к халдейской католической церкви. То есть он не был ни арабом, ни мусульманином, а в армейской карьере в Ираке это, мягко говоря, имело значение. Уже в молодости у него был один явный талант – он отлично летал. В послевоенном Ираке пилоты были элитой. Форма, статус, уважение, зарплата, поездки за границу. Мунир проходит подготовку, поднимается по службе и в какой-то момент попадает в самую топовую часть – 11-ю эскадрилью, единственное на тот момент иракское подразделение, которое летает на новейших МиГ-21. После переворота Кассема, а затем прихода баасистов, новым режимом нужны надежные люди. И в отряде МиГов остается буквально горстка проверенных пилотов. Туда же входит и Мунир. Звучит как история успеха. Но есть нюанс. Мунир жаловался друзьям, в том числе и Иосифу Шемишу, что из-за его христианского происхождения ему не доверяют до конца. Начальство открыто говорит, что в карьере он достиг потолка. Дальше ему не положено, так сказать, по рождению. Его не допускают к секретным совещаниям. Жить он должен отдельно от семьи, в другом городе, ближе к базе. Его буквально вырывают из нормальной жизни. А еще его часто заставляли летать с дополнительными ограничениями по топливу. Не доливали. Командование не доверяло христианину. А вдруг, мол, додумается улететь к врагам? Видимо, что-то чувствовали.
То есть человек официально считается элитным пилотом, но каждый день ему дают понять, что он элита второго сорта. Это первый момент. Второй более тяжелый. Редфу неоднократно отправляли на боевые вылеты против курдов. Причем не по военным базам, а по деревням, по практически беззащитным поселениям. В одном из интервью он говорил, что его особенно мучили налеты с напалмом. При том, что он понимал, мужчин, скорее всего, в домах нет, они воюют. Остались женщины, дети, старики. Обаятельный Йосиф Шемиш берется обработать Мунира Редфу. С одной стороны, почва благодатная. При всех вводных очень подходящая кандидатура. Но учитывайте место действия. Ирак. У Мунира семья. Жена, двое маленьких детей, родители, братья и сестры, другие родственники. Классическая большая ближневосточная семья. Частично они живут в Багдаде, частично в других местах. Всем было понятно, если пилот вдруг решит забежать к врагам, наказывать будут не только его самого. Могли арестовать, пытать, казнить любого, кого сочтут причастным. У Шемиша уходит год на вербовку. Он обрабатывает Мунира всеми доступными способами. Сближается с ним. Бывает на вечеринках, по некоторым воспоминаниям пытается знакомить его с девушками. Для него это вообще не проблема. Но для Редфа домашние на первом месте. Именно поэтому пункт номер 1 в будущих переговорах с Моссадом будет звучать не про деньги и не про политическое убежище, а именно так. Сначала вы вывезете мою семью всю, потом я буду думать. Когда принципиальное согласие уже получено, у жены Редфа обнаруживают смертельно опасное заболевание. Смертельно опасное заболевание жены – это еще один элемент разработанной Моссадом легенды. С Редфой должны открыто поговорить израильские офицеры. По понятным причинам в Ираке это сделать невозможно, и под предлогом обследования и лечения, которое почему-то осуществить можно только в Афинах, семейная пара, пилот и его больная супруга, которая, судя по всему, была не в курсе своих тяжелейших недугов, отправляются в Грецию. Кстати, это опять же Шемиш убедил иракских чиновников, что семья Редфа нуждается в медицинском туризме. А без самого Мунира не обойтись, потому что только он знает английский язык. Фантастический человек. В Афинах они встречаются с израильским пилотом, полковником Зеевом Лероном. Моссад попросил офицера израильских ВВС навести с Редфой мосты и поговорить на своем, птичьем языке. При этом Зеев выдает себя за польского пилота, связанного с антикоммунистической структурой. Мунир жалуется ему на жизнь. Лерон предлагает продолжить огранку этого бриллианта на островах. И уже лучшие друзья засиживаются допоздна на одной из греческих вилл. В какой-то момент псевдополяк раскрывает все карты и предлагает Редфе бежать в Израиль. Разумеется, на миге. Редфе берет паузу до утра и на следующий день выдвигает свои условия. Как потом делился воспоминаниями сам Лерон, будущий перебежчик оказался скромным. От Моссада у Лерона был карт-бланш. Он предлагает деньги, и если Мунир отказывается, тут же увеличивают сумму вдвое. Но повышать ставки не пришлось. Бриллиант оказался дорогим, но доступным. На цифре в 500 тысяч английских фунтов ударили по рукам. Тут уже Меир Амид, глава Моссада, решил посмотреть на товар лицом. Меняем декорации. Все участники сделки перемещаются в столицу бывшей империи, в Рим. Возможно, в вечном городе иракскому пилоту было легче осознать, на что он идет, и принять это. Ну вот тут Брутса товарищи Цезаря зарезали, а тут в Колизее погибают сотни гладиаторов, а ему всего лишь надо угнать самый топовый истребитель в мире. Помимо различных встреч и обсуждений, у этих римских каникул была еще одна цель, о которой я упомянул чуть выше. В одно из кафе, где проходило очередное заседание, похитителей самолета инкогнито заглянул глава Моссада. Опытному Амиту достаточно было взглянуть на Редфу, чтобы убедиться – этот сможет. Он кивает своим людям, допивает кофе и уходит. Итак, пилот согласен, глава разведки сделку одобрил. Думаете, все? Редфа никогда не был в Израиле. Он должен понимать, куда он прилетит почти на пустых баках. Осмотреть все на месте. Чтобы привести его на землю обетованную, снова летят в Афины. Оттуда прямой рейс в Бен-Гурион. Моссад уже выдал Редфе новые документы на имя Моше Мизрахи и билет на рейс Эль-Аль.
В греческом аэропорту происходит невообразимое. Когда Лерон со спокойной душой садится на свое место в салоне самолета, он понимает, что иракского коллеги рядом нет. Паника, он не знает, что делать. Как выяснилось позже, Редфа, видимо, подсознательно не веря, что летит в Израиль, перепутал рейсы и сел на борт, который должен приземлиться в Каире. Сами того не желая, ситуацию спасли египетские бортпроводницы. Они пересчитали пассажиров прям по головам и вычислили зайца. Перепуганного Редфа отправили на рейс в Тель-Авив. В Израиле его везут на военный аэродром. Там его встречают офицеры ВВС, пилоты, в том числе и большие чины. Это тоже важный психологический момент. В Багдаде он привык к тому, что его держат на дистанции. Христианин, не совсем свой. Здесь же с ним общаются как с партнером. Его принимают в офицерском клубе, показывают инфраструктуру базы, объясняют, как все будет выглядеть в день X. Показывают взлетно-посадочную полосу, где он должен будет сесть, направление входа, с какой стороны он зайдет на глиссаду, где будут израильские самолеты сопровождения, где его встретит группа безопасности, куда увезут сразу после посадки, чтобы он не стал легкой целью возможной иракской диверсии. Среди этой комиссии по встрече и Шаягу Баркат, главный разведчик ВВС Израиля. Он хочет убедиться в том, что Редфа действительно пилот. Вдруг это какая-то сложная многоходовка иракских спецслужб. Он предлагает полетать с Редфой вдвоем на обычном самолете. Посмотреть, как тот управляется с машиной. Разведчик отговаривает, а что если Мунир угонит самолет с ним обратно в Багдад? А что если он его просто разобьет? Но Баркат не преклонен. И вот они уже оба в комбинезонах. Задача подняться на высоту в 1,5 километра, повернуть на восток и пролететь над Иорданией. Редфа поднимает самолет в воздух. Делает хороший разворот, пересекает Иордан и летит в самое сердце королевства. Затем возвращается и парит над Иерусалимом. Через 50 минут оба приземляются в Лоде, снимают шлемы и обнимаются. Все хорошо. Дальше израильские коллеги в деталях объясняют уже проверенному пилоту, как они видят маршрут. Где он выключит радиосвязь. На какой высоте полетит, чтобы минимизировать шанс обнаружения. Что делать, если попытаются его принудить к посадке истребители Иордании или Сирии. Каким будет условный сигнал, что его правильно опознали свои. Это не просто брифинг. Офицеры буквально садятся с ним за карту и моделируют весь полет от момента старта в Ираке до касания полосы в Израиле. Для Мунира это еще и эмоциональное подтверждение. Люди напротив не абстрактные сионисты, а живые офицеры, которые знают, что делают. Они как бы говорят: мы заинтересованы в том, чтобы ты выжил. Без тебя нам этот самолет не нужен. Через 24 часа Мунир возвращается в Ирак тем же запутанным маршрутом, через Афины. Для иракской стороны это обычная командировка или отпуск офицера. Для него уже почти подписанный контракт на побег, в котором осталось сделать последний шаг. Но надо еще раз перепроверить договор. Вдруг евреи что-то вписали мелким шрифтом. Давайте мы еще раз пройдемся по условиям покупки истребителя. Поставщик, далее Мунир Редфа, обязуется предоставить израильской стороне свежеугнанный МиГ-21. Покупатель, далее Израиль, обязуется заплатить за него 500 тысяч английских фунтов. Предоставить израильское гражданство, гарантированную работу и жилье. Помощь в устройстве в любой западной стране, если поставщик не захочет оставаться в Израиле. Но есть еще один, пожалуй, самый трудновыполнимый пункт – безопасность семьи. Когда пилот будет садиться в кабину самолета, вся семья уже должна быть в безопасности. Израильтяне это прекрасно понимают. И именно поэтому в какой-то момент центр тяжести операции смещается с самолета на людей. А тут все непросто. Начнем с ближайших родственников. У Мунира жена и 2 маленьких детей, примерно 3 и 5 лет. По легенде, которую строит окружение, супруга с детьми выигрывает возможность поехать летом в Европу, отдохнуть, посмотреть мир. Для семьи иракского офицера в те годы это не выглядело невероятным. У режима были свои любимчики. Не все же знают, что Мунир в их число не входил. Были в конце концов связи, были загранпаспорта. Важно, Мунир обещал жене что-то рассказать перед поездкой, но до конца так и не решился. Может быть, боялся ее реакции. И, кстати, не зря.
Ну а может того, что она случайно проговорится. И вот благоверный с детьми садится в самолет и вылетает в Европу, думая, что это просто отпуск. Сначала Амстердам. Оттуда почти сразу во Францию. Моссад запутывает следы. Жена с детьми скачет галопом по Европам. В Париже ее встречают люди, представляющиеся друзьями мужа. Елисейские поля, сено, мосты, прогулки. Приятное времяпрепровождение. И вот в небольшой комнате, куда поселили иракскую семью, заходит Лерон. Помните, пилот ВВС с польским прикрытием? И выдает всю правду. Он израильский офицер. Ваш муж планирует стать невозвращенцем. Вот новые паспорта, авиабилеты. Завтра летим домой. В Израиль. В этот момент женщина закатывает настоящую истерику. Она грозится позвонить в иракское посольство, обвиняет людей вокруг в похищении, ненавидит мужа за то, что он ничего не сказал. Но ее можно понять. За считанные минуты привычный мир рушится. Оперативники Моссада должны не только не сорвать операцию, но и не довести женщину с детьми до нервного срыва, который привлечет полицию. В итоге, после долгих разговоров, угроз и обещаний, беглянка поневоле успокаивается и соглашается лететь в Израиль. На этом этапе вопрос закрыт. Но это, так сказать, ближний круг, только вершина айсберга. Семья на Ближнем Востоке понятие более широкое. В итоге, по разным оценкам, Моссад вывез около 15-17 человек. Родители Мунира, братья, сестры, другие родственники. И вот тут пришла пора нам вернуться к курдам. Часть родственников эвакуируют из Ирака по относительно мирной схеме. Кому-то оформляют выезд как туристу, кому-то как человеку, едущему на лечение, кто-то уезжает заранее, чтобы не создавать подозрений концентрации отъездов в один день. Но оставшихся собрать тихо из разных районов Багдада и окрестностей и просто посадить в самолет почти невозможно. Вот поэтому включается второй маршрут. Оперативники забирают людей из домов буквально в последний день, когда Мунир должен лететь. Их везут на север в направлении курдских районов. На границе с Ираном их уже ждут курдские боевики, с которыми Израиль к тому моменту тесно сотрудничает. Ну, помните, оружие, инструкторы. Курды проводят группу через горы, избегая иракских постов. На иранской стороне людей встречают израильские связные, дальше вертолет до Тегерана, ну оттуда перелет в Израиль. Все в порядке. Мунир может похищать самолет. Ну как ему передать отмашку? Ну, вы не поверите. Спеть песню. Ну что, Мунир Редфа находится на авиабазе в Ираке. Как ему передать, что все родственники в безопасности и в Израиле? Все готовы к его теплому приему. Как передать шифровку? Это тоже обговорили тогда на секретной встрече. У Редфа все время включен приемник. И там на арабском языке вещает радиостанция «Коль Исраэль». Голос Израиля. И в какой-то момент диджей ставит заранее оговоренную песню. Мунир понимает, теперь его выход. Обратного пути нет. Кстати, любопытная деталь, из-за которой глава Моссада, по его собственным воспоминаниям, чуть не получил инфаркт. Когда пилот окончательно определился для себя с побегом, он решил распродать всю домашнюю утварь. Чего зря добру пропадать. 500 тысяч фунтов, конечно, хорошо, но что, если к ним добавить в проданный шкаф, тумбочку и гараж? Это же совсем другая жизнь начнется. Мейер Амид до смерти боялся, что иракские спецслужбы сопоставят все факты. Родственники за границей, а пилот самого секретного истребителя выставляет на продажу гараж. Ну, ситуация прямо кричит. Но, к счастью, на скупость Мунира никто не обратил внимания. И вот наступает 15 августа 1966 года. Обычное жаркое утро на иракской авиабазе. На бетонке выстроены МиГ-21. Пилоты готовятся к очередным тренировочным вылетам. Для окружающих Мунир один из многих. Никто не знает, что для него это билет в один конец. Он получает задание – тренировочный полет. Похоже на совершенно стандартную миссию, как десятки до этого. Техники запускают двигатель, проверяют системы. Мунир аккуратно следит за каждым движением. Он понимает, что если сейчас что-то пойдет не так, это заставит его вернуться в ангар. Все придется откладывать. А может и отменять навсегда. Получается, накаркал. Как все происходит? Мунир выруливает на старт.
Запрос на вылет, разгон. Самолет отрывается от полосы и уходит в небо. Снаружи все выглядит как обычный учебный полет. А внутри кабины человек, который только что сжег за собой все воздушные мосты. Ну, не иначе, как Мунир реально представлял себе эту метафору. Потому что в какой-то момент он замечает дым. Потом больше. Дымом заполняется вся кабина. Горю, решает пилот и возвращает машину на базу. То ли у страха глаза велики, то ли просто эмоции повлияли на уровень впечатлительности, но техники проверяют машину и обнаруживают перегоревший предохранитель. Ничего серьезного. Но, возможно, именно этот инцидент и повлиял на успех операции. Вернувшуюся машину отправляют на дозаправку. Помните, Муниру все время не доливали. И снова отправляют в полет, чтобы не отлынивал. Попытка номер 2. МиГ-29 снова в небе. Основная часть полета проходит на малой высоте. Это нужно для того, чтобы затруднить работу радаров. Мунир практически не пользуется радиосвязью. Любая лишняя передача может вызвать вопросы. Почему он отклонился от курса? Почему не отвечает на запросы диспетчеров? В какой-то момент, по легенде, он просто исчезает с иракских радаров. Они еще думают, что это сбой или ошибка, а он уже летит в направлении иорданской границы. Когда МиГ-21 заходит в воздушное пространство Иордании, местные радары все-таки его засвечивают. Иорданские диспетчеры связываются с сирийцами, мол, у нас тут неидентифицированный истребитель. Возможно, ваш? Сирийцы, недолго думая, успокаивают коллег. Да, мол, это наш самолет на учениях. Никто даже не догадывается, что в этот момент иракский пилот уже летит сдавать новейший советский самолет своему потенциальному противнику. Это, конечно, шедевр психологической операции. В момент побега противники сами успокаивают друг друга, что все в порядке. Тем временем в Израиле все готово. Ход полета отслеживают по тем же гражданским и военным радарным данным. Наконец, Редфа посылает закодированное послание. Алладин вызывает Бостон. Как только МиГ входит в зону, где его уже можно подхватить, в воздух поднимаются 2 израильских истребителя «Мираж». Летчики Баспера и Шефер поднимаются на высоту 6 километров 700 метров навстречу. И тут интересный момент. Для любого израильского пилота нормальная реакция на появление рядом вражеского МиГа – сбить его. Особенно если на дворе 1966 и на горизонте маячит большая война. Но в этот день у пилотов четкая инструкция, уже от нового командующего ВВС Мордехая Хода, в небе только 2 израильских истребителя. Остальным строго-настрого запрещено что-либо делать без четкого приказа самого Мордехая. Всем сидеть. Но мы отвлеклись. Миражи выходят к цели, идентифицируют самолет визуально, поддаются вперед и в сторону, показывая Муниру, где идти на посадку. Он, в свою очередь, дает международный сигнал. Я сдаюсь. Выпускает шасси и, по одной из версий, слегка качает крыльями. В своих последующих рассказах Мунир утверждал, что после 50-минутного полета сажал самолет практически на сухих баках. Запас топлива был рассчитан до предела. Лишние километры, один лишний круг над аэродромом Хацор и МиГ-21 номер 534 просто упал бы в поле, не долетев. Самолет касается полосы, тормозит, фонарь кабины открывается. Руководителю операции Мейеру Амиту сообщают: бриллиант в короне. К иракскому пилоту тут же подбегает группа израильских военных. Не с оружием наготове, а скорее с готовностью забрать и спрятать. И тут все встают, как вкопанные. Пилота не достать. Операция была продумана до мелочей. Задействованы десятки людей и связей, опыт всех спецслужб, продумана логистика через множество стран, потрачены огромные деньги. Про то, что такого самолета, как МиГ-21 в Израиле еще не было, а значит и трапа к нему нет, не подумали. Немая сцена, вернее пауза, растягивается минут на 40, пока командиру авиабазы Биньямину Пеледу не приходит в голову вызвать пожарную машину с лестницей. Вообще ситуация кажется немного странной. Что реально никак из самолета было не выбраться. Но именно так ее и описывали потом многие участники тех событий. Напишите в комментариях, как думаете, так все и было? Или воспоминания со временем могли немного подкорректироваться? После такой комичной задержки все происходящее ускоряется еще сильнее.
как на перемотке. Мунира вытаскивают из кабины и увозят в заранее подготовленное безопасное помещение. И вот в этот момент в жарком воздухе над израильским аэродромом происходит сразу три вещи. Первое. Израиль получает то, о чем мечтал несколько лет – целый исправный МиГ-21. Второе. Мунир Редфо перестает быть иракским офицером и становится перебежчиком, судьба которого полностью зависит от тех, кому он только что сдался. Третье. Ирак еще даже не до конца понимает, что потерял. На базе думают, что самолет просто пропал, возможно, рухнул. В Багдаде еще не знают, что их новейший истребитель уже стоит под охраной в чужом ангаре. Для израильской разведки и ВВС посадка только начало. Врачи осматривают Мунира. Состояние здоровья, стресс, возможные травмы. Параллельно ему дают понять, что семья уже вне зоны досягаемости иракского режима. Затем начинаются разговоры. Слово «допросы» тут не подходит, это скорее серия технических интервью. С ним разговаривают сотрудники Моссада, которые вели операцию, представители военной разведки Оман, ну и, конечно, летчики-испытатели ВВС Израиля. Каждого интересует свое. Разведку, структура иракских ВВС, состав эскадрилей, расположение баз, режимы боевого дежурства, маршруты патрулирования. Моссад – детали конспирации. Кто из его окружения мог заметить что-то подозрительное? Есть ли еще каналы для будущих операций? Пилотов технические тонкости эксплуатации МиГ-21, его сильные и слабые стороны. Реальные ощущения в бою. Одновременно с этим сам самолет начинают разоружать и изучать. Его затаскивают в ангар, снимают панель за панелью, вскрывают приборные отсеки. Инженеры ВВС и специалисты по аэродинамике и электронике буквально делают обратный инжиниринг. Как устроена РЛС, как работает система вооружения, какие есть конструктивные решения, которых еще нет на западных самолетах. И почти сразу же, как только самолет официально переходит под крыло ВВС Израиля, он получает новый номер – 007. Это, конечно, не случайность. К этому времени первые фильмы о Джеймсе Бонде уже вышли, образ агента 007 знают во всем мире. Поставить на советский МиГ номер Бонда – это такой тонкий юмор и дань некоторой киношности операции. Вы вспомните, в каких только локациях не проводили встречи, чем не Бондиана. Проходит пара дней, всю ценную информацию Мунир доложил, МиГ разобрали-собрали, команда инженеров приводит машину в порядок. Пора учиться летать. Новую игрушку доверяют одному из самых опытных летчиков-испытателей своего времени – Дани Шапира. Тот решает сначала познакомиться с Муниром. Они встречаются в Герцлии. Как вспоминал потом Шапира в поздних интервью, Редфо чуть ли не по стойке смирно встал, когда его увидел. Затем они приезжают на авиабазу Хацор. Шапира забирается в кабину, Мунир подробно рассказывает ему об элементах управления. Надписи на русском и на арабском. Через какое-то время Шапира говорит: я полетел. Коллега, бежавший из Ирака, в шоке. Уже? Но Дани объясняет, что он летчик-испытатель, все в порядке. Да и зрителей полный аэродром высших чинов, неудобно как-то медлить. К пилоту в кабине тогда подходит Эзер Вейцман, теперь уже бывший командующий ВВС Израиля, тот самый, который в начале нашего фильма и попросил главу Моссада угнать самолет. То ли в шутку, то ли всерьез просит Дани не забыть вернуть самолет на место, в Израиль. Что, собственно, должен сделать Шапира? Разобраться, как эта штука работает. Он поднимается в небо, отрабатывает взлет и набор высоты, крутые виражи на разных скоростях, энергичные развороты, выходы из пикирования, сваливание на малых скоростях. И все это сравнивает с тем, что есть у Израиля, с французскими истребителями Мираж-3. Очень быстро формируется простая, но жизненно важная для пилотов картина, где МиГ лучше разгоняется, на каких высотах ему легче держать скорость, а в каких режимах он, наоборот, становится уязвимым. Параллельно инженеры изучают радар, систему наведения ракет, радиостанции, оружейные подвесы. То есть в прямом смысле пишут методичку «Как победить в небе МиГ-21». Проходит несколько месяцев. На дворе апрель 1967 года. На сирийско-израильской границе вспыхивает очередной пограничный конфликт, который перерастает в крупный воздушный бой. Сирийцы поднимают в небо как раз те самые МиГ-21. Израильтяне свои миражи. И здесь то, что было обкатано на трофейном МиГе, срабатывает в реальном бою. Пилоты выходят в небо уже не вслепую, а с набором конкретных приемов,
Как затянуть МиГ в такой разворот, чтобы он потерял скорость? Как навязать бой, чтобы «Мираж» оказался в более выигрышной позиции? И наоборот, где не стоит за ним гнаться. Результат известен. В этом бою сирийцы теряют 6 истребителей. Израильтяне растворяются в небе, как миражи. Египетский коллега по цеху Насер после того, как узнал об этой стычке, сразу заявил, что Египет вмешиваться не будет, так как договор с Сирией о взаимной обороне распространяется только на полномасштабную войну. А это так, небольшая заварушка была. До полноценного конфликта оставалось немного. Уже через 2 месяца начинается то, к чему Израиль готовился уже несколько лет – шестидневная война. В первый же день израильская авиация наносит массированный удар по аэродромам Египта, Сирии и Иордании. МиГ-21 стоят там красивыми рядами, крыло к крылу. Большинство из них уничтожают прямо на земле. За одно утро Египет теряет почти 300 боевых самолетов. Иордания наносит мощные удары по Израилю, но ответ Эрец-Исраиль уничтожает весь воздушный флот Иордании. После этого Сирия теряет половину своей авиабазы, 53 самолета. Заодно навсегда теряют возможность летать 10 иракских самолетов. Повлиял ли угнанный МиГ на исход этой операции? Наверняка. Во-первых, после изучения машины на Земле стало понятно, что с ней лучше вообще не связываться и по возможности не дать ей выйти в небо. Во-вторых, психология. После гонок с «Миражами» оказалось, что в случае боя сложно, но переиграть МиГ-21 реально. Есть приемы. И вообще, вера в свои силы много значит. После шестидневной войны ценность моссадовской добычи не падает. Израиль понимает, один МиГ – это мощная карта в переговорной колоде. И есть единственная страна, которая больше всех заинтересована в изучении советского самолета. Это, конечно, США. Американцы в это время воюют во Вьетнаме, где их самолеты регулярно сталкиваются именно с МиГ-21 северо-вьетнамских ВВС. А это те же машины, что стоят в Египте, Сирии, Ираке. Для Пентагона живой МиГ – мечта любого аналитика. В итоге Израиль и США договариваются. Самолет временно передают американцам для испытаний. Его перенаправляют на секретный полигон, который все мы знаем по массовой культуре как Зона 51. Советские истребители изучают наравне с зелеными человечками. Кстати, любопытно, что программа испытаний называлась Have Donut, что можно перевести на русский примерно как «съешь пончик». Чем занимались американцы? Примерно тем же, чем до этого израильтяне, только в еще большем масштабе. Летчики ВВС и ВМС США облетали МиГ-21 в разных режимах. Моделировали воздушные бои с американскими самолетами F-4 «Фантом», F-105 «Громовержец». Отрабатывали сценарии, как уйти от атаки МиГа и как навязать бой так, чтобы он оказался в невыгодном положении. Все результаты легли в основу тактических инструкций. В учебных центрах инструкторы потом будут говорить курсантам не абстрактно «существует советский МиГ-21», а очень конкретно «вот что он умеет, вот где его можно сломать, а вот этого, наоборот, делать не стоит». Наверное, на этой мажорной ноте можно было бы и закончить наш рассказ. Но ведь внимание к деталям делает почти все израильские операции успешными. Давайте мы в рассказе о геополитических победах не будем забывать о судьбе человека. Мунира Редфе, которая сложилась, на мой субъективный взгляд, не очень удачно. Если Муниру Редфи попадалась арабская пресса того времени, чего исключать нельзя, то вряд ли, увидев свое имя в газете, он мог испытывать чувство радости. Он представал таким классическим предателем, который продал свою родину за мешок золота, бросил сослуживцев и оставил Ирак без одного из лучших самолетов. В конце концов, стал символом того, что сионисты и империалисты покупают слабых духом за деньги. В некоторых более поздних публикациях его судьбу описывали почти с удовольствием. Что жена якобы от него ушла, что дети росли в чужой стране без корней, что сам он умер рано и несчастно. Логика простая – показать предательство не приносит счастья, даже если на первых порах кажется выигрышем. Как было на самом деле? В первые месяцы в Израиле он участвует в работе с израильскими пилотами как консультант, рассказывает о тактике иракских ВВС, помогает инженерам в деталях, когда нужно что-то уточнить по самолету. Через какое-то время уходит в гражданскую авиацию, работает и пилотом, и инструктором.
В Израиле у него появляется новая квартира, новые документы, новый круг общения. Но при этом все как-то не складывается. Представьте, человек, выросший в Багдаде, христианин из ассирийской общины, со своим арабским языком, культурой, привычками, оказывается в 60-е годы в Израиле. Страна маленькая, нервная, вся в ожидании новых войн. Язык другой, общество другое, религиозный и культурный фон другой. Дома тоже все не ладится. Отношения с женой портятся, она долго не может простить мужу ни сам побег, ни то, что она узнала об этом последней. Родственники, которых вырвали из привычной жизни, тоже, мягко говоря, недовольны. Брат жены и вовсе порывается устроить драку с Редфой за такое. В какой-то момент, спустя несколько лет, Израиль выполняет еще одну негласную часть сделки. Помогает Муниру и его близким переехать в одну из западных стран. Чаще всего упоминают Европу или Северную Америку, без уточнения города и страны именно из соображений безопасности. Он умирает достаточно рано, от сердечного приступа. Точной даты нет. По разным источникам это 88-й или 98-й или даже 2000 год. Но в любом случае человек не старый. Вдова, не зная, что делать, позвонила Мейеру Амиту и сообщила, что ее муж вошел в прихожую, встал рядом с сыном и упал. Говорят, в Моссаде тогда провели поминальную службу. Евреи скорбели по иракскому летчику. В Израиле как памятник этому человеку в музее ВВС до сих пор стоит МиГ-21 с бортовым номером 007. Истребитель, который спас страну в самое тяжелое время. Как мощное лекарство, которое вытягивает пациента. Возможно, поэтому еще одно название операции, о которой мы рассказали – пенициллин. Если вам понравилась эта история, не забудьте подписаться на канал. У нас уже накопилось несколько, в том числе неудобных фильмов. Посмотрите плейлист «Предатели», если еще не видели. Также обратите внимание, у нас есть различные варианты поддержки от лайков до спонсорства. И, конечно, мы ждем ваших комментариев. Все иногда ошибаются. Бывает, что и опытные пилоты увидят в ночном небе горящие сопла поршневого двигателя. Будем работать над точностью с вашей помощью. Всего хорошего.